Вот, собственно говоря, то, что я сейчас делаю, и называется сизифов труд. Я борюсь с ежевикой, с ее дикой формой. Вот в этом регионе, да, насколько я знаю, и в большой части Европы, это очень большая проблема. Дело в том, что ежевика активное, очень агрессивное растение, которое очень быстро завоевывает пространство. Почему? У нее мощные корни. Каждая часть корня фактически может образовывать новое растение. Но самое главное, что вот этот побег, когда он соприкасается с землей, он тут же укореняется и образует новое растение. Даже вот эти обрезанные ветки, если их оставить на влажной земле, дают корни и образовывают новое растение. Бороться с ней приходится, бороться с ней надо. Каким образом? Ну, я вижу несколько вариантов. Первый вариант, конечно, радикальный. Нужно не только вырезать секатором, как я сейчас, брать лопату, выкапывать корневища. Но обязательно помните, что даже оставленный частично корешок может дать новое растение. Ну, как и пырей, собственно говоря. Поэтому выбирать надо очень тщательно. Можно даже пригнать какую-то мелкую землеройную технику. Снимать пласты земли, просеивать, удалять корневища, а землю возвращать назад. Ну, в моем варианте здесь такой метод неприемлем. Почему? Технику сюда не загонишь, вы видите, какой склон. Тут даже работать на четвереньках довольно сложно. Лопата сюда не воткнешь, потому что это глина с камнями. Поэтому вот этот способ перекапывания с удалением корней, с тщательным уничтожением каждого растения здесь не проходит. У меня лично. Может быть, где-то на небольшом участке, на небольшой площади это получится. Второй вариант – это использование мульчи. Но стоит помнить, что все-таки ежевика растение очень агрессивное, очень мощное. Поэтому просто насыпать сверху слой, скажем, скошенной травы или измельченных в измельчителе веток не сработает. Там даже трава прорастает через это, а уж что говорить про ежевику. Поэтому сначала вырезаем на уровне земли все побеги, сверху укладываем какой-то плотный материал. Ну, это может быть агроволокно плотное, специальное, а может быть просто картон, скажем. И вот на этот материал плотный, который не будет давать прорастать, сверху, для красоты, опять же для дополнительной защиты, можно уже насыпать слой, как я сказал, либо скошенной травы, либо каких-то измельченных веток, в общем, мульчу, которую вы используете. Чтобы это было и функционально, чтобы она работала, эта мульча, но чтобы это было еще и как-то красиво в вашем саду. Для меня этот вариант тоже неприемлем. Почему? Потому что здесь очень крутой склон. Даже если агроволокно, скажем, можно закрепить на склоне на этом, но это будет некрасиво, потому что вся мульча, которую я сверху насыплю для красоты, она вся просто сползет вниз, быстро причем. Поэтому это некрасиво. Да и площади здесь заняты вот этой вот ежевикой довольно обширные. Поэтому у меня этот вариант не работает. Третий вариант. Использовать химические гербициды какие-то. Скажем так, тут дело вкуса. Хотя, наверное, не вкуса, а дело вашей экологической сознательности. В общем, для меня этот вариант тоже неприемлем, тем более в условиях Германии. Вот здесь я не видел, чтобы кто-то вообще применял эти химические препараты, да и в продаже я, честно говоря, их не видел. Так что этот вариант тоже отпадает. Вариант, который мне очень нравится, который можно увидеть в самой природе. Я сейчас зашел в тенистую часть этого сада. И что мы видим? А здесь фактически нет ежевики. Хотя, конечно, самые глазастые увидят, что я вот как раз сижу возле поросли ежевики. Но вы видите, какая она здесь одиночная, хлипкая. И бороться с ней, в принципе, не составляет никакого труда. Просто выдернув с корневищем, частью корневища, конечно. Вот и все. Поэтому имейте в виду, что ежевика – растение, которое очень любит свет. Она отлично себя чувствует на открытых солнечных местах и плохо себя чувствует в тени. Это значит, что на своем участке вы должны посадить как можно больше деревьев, кустарников, почвопокровных каких-то растений, чтобы перекрыть ежевике полностью свет. Вот тогда ей будет некомфортно, и тогда, даже если она и будет расти, это будут какие-то одиночные, хлипкие побеги, удалять которые не составит никакого труда. Этот вариант с тенистыми зонами здесь тоже неприемлем. Здесь и так хватает леса, тенистых зон, но должны же быть и какие-то культурные растения, которым, как правило, нужен свет и плодовым, и декоративным. Что делать в этом случае? Что делаю я в этом случае? Вот конкретный пример. Вот там куст рододендрона большой, который прекрасно цвел розовыми цветами, и который сейчас, в конце июля, в начале августа,
полностью фактически закрыт ежевикой. Проблема ежевики еще и в том, что, закрывая наши культурные растения, она, во-первых, давит на них своей огромной массой, во-вторых, перекрывает им свет. Наши культурные растения потихонечку хереют и чахнут, могут даже, в принципе, наверное, и погибнуть. И вот для себя я четко установил границы, где ежевика меня особо не волнует, не заботит, где она может себе спокойно расти, особенно в стелющемся таком варианте. Но есть места, где все-таки я ее должен удалять. Это как раз какие-то открытые места, где растут какие-то культурные, особенно такие красивые, как рододендрон, растения. Вот тут я ее удаляю. Вот эти все мощные побеги сейчас я буду вырезать. Я сейчас обрезал просто его так, а под корень все это на уровне земли буду срезать. Хорошо бы, конечно, просто пройтись какой-нибудь газонокосилкой или триммером, но опять же, из-за крутизны этого склона сделать это невозможно. В общем, я определил определенные границы, где ежевика может расти, а где она расти не должна. Крепко держится. Кстати сказать, еще одно неприятное качество ежевики, это, конечно, ее колючки. Они цепляются за одежду, они царапают руки. Их вытащить даже вот из этого кустарника довольно сложно. Поэтому это требует времени и определенных усилий. И повторюсь, это сизифов труд. Буквально через пару недель появятся новые ростки, и она опять начнет свое грязное дело. Но делать приходится. Хотя бы раз в год, а лучше два. Весной срезать старые побеги. И вот сейчас, в начале августа, в конце июля, когда идет у наших растений, практически у всех, у ежевики в том числе, повторная волна роста. Вот сейчас идут дожди, сейчас тепло, у них повторная волна роста. Она сейчас активно растет. Желательно в это время ее срезать. Ну вот, почистили. Теперь это такой рододендрон освобожденный. Насобирал целую кучу этих самых обрезков. Благо, здесь утилизировать их довольно просто. Главное, не давать им соприкасаться с землей. Сейчас идут дожди, в принципе, они могут укореняться. Поэтому будьте с этим внимательны. Ну хорошо, а есть ли какие-нибудь положительные качества у этой самой ежевики? Ну, конечно, есть. Но, естественно, первое, что приходит в голову, это вкусные ягоды. Но вы должны понимать, что дикая ежевика, у нее ягоды, ну, в общем-то, кисленькие и не особо вкусные. Хотя, наверное, для приготовления каких-то десертов, в принципе, она сойдет. Листья. Ну, говорят, из них можно делать, ферментировать и делать чаи. Не знаю, не пробовал, я этим не занимаюсь. Заросли ежевики – это отличное место, укромное, где могут прятаться мелкие птички какие-то, где могут прятаться мелкие животные, ну, я имею в виду ежики, которые... И птички, и ежики очень полезны для нашего сада. Поэтому это убежище спасает их от всякого рода хищников. Ежевику очень любят всякие насекомые-опылители, что, ну, для Германии очень ценно. Здесь даже домики специальные для насекомых-опылителей продаются, их вешают на участках, чтобы в саду всегда эти насекомые присутствовали. Я сказал, что оставляю ежевику у себя в виде стелящегося такого ковра, где она не залазит на другие растения. Почему? Дело в том, что вот эта глубокая и широкая корневая система, мощная у ежевики, как раз и помогает удерживать землю на этом склоне, удерживать его от эрозии, чтобы земля не сползала вниз. Она отлично с этим справляется. Ну и, конечно, из ежевики получаются просто идеальные живые изгороди. С большой зеленой массой, через нее ничего не видно.
И она совершенно непроходимая благодаря своим колючкам. То есть где-то это плохо, а здесь это хорошо. Но ее, конечно, нужно удерживать в границах. Для этого я беру триммер вот такой вот. Итак, давайте подведем небольшой итог всему тому, что я вам сегодня наговорил и показал. Если я на своем вот этом участке буду бороться с ежевикой, скорее всего, я проиграю. Поэтому я принял для себя такое более компромиссное решение. Я с ней не борюсь, я с ней стараюсь уживаться. Я какие-то зоны оставляю ей. Я вам показал эти зоны. Это живая изгородь, это какие-то стелящиеся места, где она стелится и удерживает склон от эрозии. Но какие-то места я у нее пытаюсь отнять. Это, естественно, в первую очередь культурные растения, это дорожки, где она вылазит. Там все это я расчищаю. Иногда просто стрижкой, триммером, иногда это все просто обрезается под корень. Если у вас есть какие-то другие варианты, как бороться с ежевикой, хотя, опять же, слово «бороться», оно, наверное, не совсем правильно, но неважно. Так вот, если у вас есть другие варианты, пишите их, я с удовольствием почитаю, но помните о том, что вот на этом участке, к сожалению, не все эти варианты проходят. Мало того, большинство из них не проходит. Как я говорил, самый простой вариант — это проходить это все регулярно триммером, каким-то газонокосилкой и срезать каждый раз это все под корень. Но здесь это невозможно. Ну и в конце позвольте небольшой лайфхак. Когда вы будете работать с ежевикой, обязательно запаситесь кожаными из толстой кожи перчатками. Шипы ежевики настолько глубоко проникают в кожу, что достать их довольно сложно. И порой приходится ждать, пока наш организм, пока кожа сама их не вытолкнет. Возникает воспаление, и тогда этот шип выходит. Поэтому я пользуюсь вот такими кожаными перчатками, которые одеваю еще дополнительно на обычные вот эти рабочие, которые совсем от шипов не защищают. Ну все, на сегодня. Спасибо, что смотрели. Увидимся.